Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Топливный кризис в России. Ключевая причина кризиса – это последствия налогового маневра в нефтяной отрасли. Фактическая налоговая политика создала ситуацию, при которой выгоднее экспортировать сырье, чем развивать переработку внутри страны. Дроны атакуют НПЗ. Порядка 18% ушло в ремонт. Цена на топливо на бирже выше розничных цен. Частные заправки не покупают топливо, чтобы продавать его в убыток. Вводится нормирование отпуска, но на Авито заявлены объявления о продаже цистернами. Борис Леонидович, что происходит, кто виноват и что делать? Кто виноват, можно разбираться долго. Давайте начнем в хронологическом порядке. В 2018 году Министерство финансов разработало и Дума радостно проголосовала за большой налоговый маневр. Суть его сводится к тому, что ежегодно увеличивалась ставка налога на добычу полезных ископаемых и ежегодно снижалась экспортная пошлина на вывоз нефти и нефтепродуктов. 1 января 2024 года маневр закончился. Экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты – ноль. А ставка налога на добычу полезных ископаемых выросла до максимальных значений. Что это означает для нашего внутреннего рынка? Если нефтедобывающая компания платит повышенную ставку налога на добычу полезных ископаемых, она, разумеется, перекладывает это в себестоимость. Мы это видим на stellах АЗС. Достаточно очевидно. Уже в 2018 году, еще перед голосованием, эксперты отрасли говорили о том, что это приведет к тому, что все нефтепродукты из России будут вывезены, что объем переработки снизится. Но слышать никто не хотел. Почему это должно произойти? Вот представьте себе, что вы владелец вертикально интегрированной нефтяной компании, то есть умеете работать от скважины до бензобака. Что вы наблюдаете? Нефть поднялась из-под земли, вы уже должны налог на добычу полезных ископаемых заплатить. Для того, чтобы превратить эту нефть в нефтепродукты, вы должны доставить эту нефть на свой нефтеперерабатывающий завод, оплатив, разумеется, себестоимость такой транспортировки. Затем идет переработка со всеми вытекающими, работает завод, работают люди, за все это надо заплатить. Затем это надо доставить в ваши сети автозаправок, а это, соответственно, снова транспортные расходы, промежуточное хранение, оплата всех налогов, связанных непосредственно с работой АЗС, и в результате где-то там какая-то прибыль. Это один вариант. Второй вариант. Вы нефть добыли, доставили ее до порта, либо до экспортного нефтепровода и отправили на экспорт. Все промежуточные звенья в виде нефтеперерабатывающего завода, промежуточного хранения, АЗС вам уже не нужны. При этом нефть вы вывозите бесплатно. Вы заплатили НДПИ, больше ничего платить, собственно говоря, не требуется, кроме, разумеется, налога на прибыль и НДФЛ непосредственно работникам, которые эту добычу обеспечивали. Ну и что вам выгоднее? Разумеется, убрать все лишние звенья и вести нефть на экспорт. Ничего больше делать не надо. Все остальное какие-то странные расходы, которые к росту прибыли не ведут. Об этом предупреждали. В результате, одновременно с принятием закона, который мы называем большим налоговым маневром, было принято так называемый закон о демпферной оплате. Идея, я так понимаю, была придумана где-то в коридорах Министерства энергетики или там в прихожей Государственной Думы, потому что сделано это было буквально на ходу. Высчитывается, какую бы прибыль получила нефтедобывающая компания в том случае, если бы все экспортировала. Высчитывается, какой может быть прибыль при продаже нефтепродуктов внутри России. Объявляется, что нефтеперерабатывающая компания, нефтедобывающая нефтеперерабатывающая компания недополучила прибыль, вот эту прибыль частично компенсирует. Компенсирует не из государственного бюджета. Все, что касается демпфера, в налоговом кодексе находится в главе о налоговых вычетах. Ровно то же самое мы с вами делаем, если в конце года мы подсчитываем все наши расходы на обучение, на медицину, мы можем подать соответствующую декларацию в налоговое ведомство, и нам вернут часть уплаченных нами в течение года налогов.
То есть это не дополнительные расходы из государственного бюджета, это налоговый вычет. Но в таком режиме наши вертикально интегрированные компании пошли в 2015 году на соглашение с правительством, так называемый протокол Косака. Заключается он в том, что на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний стоимость в течение года не должна расти выше, чем уровень инфляции в этом году. Владельцы независимых автозаправок под этим протоколом подписи не ставили. Причина тоже очевидна. У нас есть целый ряд регионов, где вертикально интегрированные нефтяные компании на АЗС просто не представлены. Это многие районы Дальнего Востока, это весь остров Крым, там до сих пор нет ни одной вертикально интегрированной нефтяной компании. Что делать владельцам независимых АЗС, не имеющим своих добывающих активов? Приобретать нефть там, где она продается. Продается она на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Даже если она не продается, если это внебиржевая сделка, ориентиром являются котировки на бирже. Это такая традиция, мы все к этому привыкли. Дальше. Я владелец АЗС. Я купил какую-то партию бензина, которую хочу продать на своей АЗС, получить за это прибыль. Ну, логично, как бы. Ничего выдающегося, по-моему, пока не сказал. Сделка совершилась, оплата прошла. Через какое-то время РЖД доставила груз на нефтебазу. Если своя нефтебаза, один разговор. Если чужая, значит договор аренды, оплата аренды емкости и транспортировка до АЗС. За все это надо заплатить. Если я выставляю стоимость так, чтобы получить прибыль, цена автоматически становится выше, чем на автозаправке, которая расположена буквально за углом, но принадлежит вертикально интегрированной нефтяной компании. Вертикально интегрированная нефтяная компания имеет возможность работать даже в минус, потому что она зарабатывает на экспорте. У владельца независимой АЗС такой возможности нет. Если он выставляет ту цену, которая дает ему прибыль, у него просто исчезает сбыт. К нему никто не едет, потому что на 3-4 рубля можно купить дешевле в 100 метрах от твоей заправки. Внимание, вопрос, а зачем в таком случае владельцу независимых АЗС покупать бензин на бирже? Чтобы продавать его в минус? Ну, никто не может его заставить это сделать, тем более, что будут неизбежные вопросы со стороны налоговой инспекции. Объясни, пожалуйста, дружок, что ты делаешь? Купил за 100, продал за 50. Ты укрываешь какие-то налоги, ты, давай мы займемся твоей проверкой и выясним, что это было. Никому неприятностей не хочется, поэтому на ряде АЗС мы наблюдаем дивную картину. Бензина нет, дизельное топливо есть. Почему? Потому что цена на торгах на Санкт-Петербургской бирже позволяет получать прибыль. Но только с дизеля. При продаже бензина придется работать в минус. Вот, собственно говоря, все, что мы наблюдаем на день сегодняшний. Но заставить независимый АЗС работать в минус нельзя. Количество независимых АЗС сокращается. Вроде бы сейчас статистика дает минус 4% по году в течение 2025 года. В каких именно локациях закрыты АЗС и что там делают владельцы автотранспорта, мне сказать сложно. Министерство энергетики по-прежнему остается одним из немногих министерств в составе нашего правительства, у которого нет государственной информационной системы. При попытке ее создать и разработать произошла кража. Уголовное дело завершено, ответственные лица находятся в местах заключения. Новых попыток никто пока не осуществлял. Соответственно, у Министерства энергетики нет полной картины того, что происходит по регионам России. Оценки Росстата, что в России около 28 тысяч заправок. Ну, извините, в 21 веке, когда мы в течение суток раз 200-300 слышим слово цифровизация, выглядит несколько неожиданно. Мы не знаем, сколько у нас точно заправок. Мы не знаем точно, где они расположены, в каких регионах их много, в каких их мало. Мы не знаем ситуацию, складывающуюся на наших нефтебазах, которые были достаточно лихо приватизированы в свое время.
информацию о которой владеет Ростехнадзор, потому что это пожароопасные объекты. Но Ростехнадзор не вмешивается в коммерческую деятельность. Ростехнадзор обеспечивает пожарную и взрывную безопасность, не более того. Но полная этой емкости, пустые этой емкости, идет торговля, или по каким-то причинам вообще торговля не идет. Вот просто есть емкость, в которую ничего не заливается. У нас нет данных о парке емкостей, сколько их. Вот есть нефтебаза, которая может хранить 1000 тонн. Но для того, чтобы слить 1000 тонн из железнодорожных цистерн, сколько времени требуется? Сутки, час или неделя? Потому что придется черпать ведром, ну, поскольку какой-то там насос не работает. Этой информации нет. И в результате Министерство энергетики, не обладая полнотой информации, пытается как-то сгладить ситуацию. Отсюда идут запреты на экспорт. До конца года бензин экспортировать нельзя. И до конца года запрещено вывозить бензин всем, кроме производителей. Ситуация немножко разная, потому что если смотреть по объемам того, что мы производим, по дизельному топливу мы были ориентированы на поставки в Европу. Там спрос больше всего именно на дизельное топливо. Из 100% дизельного топлива внутри России требуется 50%. Остальное можно безболезненно вывести. Сейчас остановить полностью экспорт дизельного топлива невозможно. У нас нет такого количества емкости, которое можно использовать для хранения. Какое-то количество емкости мы займем, какое-то количество произведенного дизельного топлива можем отправить на хранение, а дальше все, они будут переполнены, поэтому экспорт будет продолжаться. По бензинам в последние годы, по крайней мере до 22 до 23 у нас объем производства был выше спроса всего процентов на 10. Поэтому здесь дефицит возник ну, просто автоматически. Если у нас внеплановый ремонт по причине обломков, или как там теперь это называют, дефицит должен возникнуть, он возник. Ничего выдающегося мы не увидели. Как сможет ли сгладить ситуацию Министерства энергетики, мне сказать сложно. То, что эти попытки идут, мы видим. Экспорт остановлен полностью. Есть надежда, что те емкости в портах, откуда осуществлялся экспорт, сейчас будут разгружаться уже на наш внутренний рынок. Я уверен, что идут переговоры с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, чтобы перевести их в режим давальческого сырья. То есть мы поставили нефть, забрали готовый нефтепродукт. Последние данные, которые из Белоруссии были, своего бензина поставлялось порядка 30-40 тысяч тонн в месяц. Это то, что владельцам НПЗ, они там государственные, было выгодно реализовывать на рынке России. Вот какая-то такая ситуация. Остальные соседи нас, окружающие, помочь нам в этой ситуации не смогут. В Казахстане просто запрет на экспорт любых нефтепродуктов. Нефтеперерабатывающие заводы Узбекистана работают на нашей нефти, так уж сложилось. И того, что они производят из нефтепродуктов, им самим не хватает. У нас есть межгосударственный договор, по которому мы им поставляем. Вот такая обстановка. Надежда на то, что удастся развернуть вот эти экспортные потоки, раз. И два, октябрь уже наступил, есть шанс на то, что будет снижаться спрос. Потихоньку заканчивается сельскохозяйственная работа, точно закончился период отпусков, возможно падение спроса, и тогда дефицит исчезнет. Что касается налогового маневра, я напомню, что в феврале 2023 года, повторно в мае 2023 года, президент Российской Федерации давал поручение в адрес нашего многоуважаемого правительства о том, что необходимо навести порядок с налогообложением в нефтяной отрасли. Сделано это не было. В ответ на поручение Министерства финансов разработал один за другим два законопроекта, которые в Государственной Думе были приняты в ускоренном режиме. Вместо 3 чтений в 2 голосовали дружно, возражающих не было, особого мнения никто из депутатов не высказывал. Зато сейчас высказывают недовольство сложившейся обстановкой. И выходят с предложениями приказать всем снизить цену на АЗС. Ну, попробуйте, прикажите. Может быть, вместо того, чтобы выпускать подобного рода заявления, стоит привлечь ваших помощников, привлечь экспертов и разложить перед собой всю налоговую систему,
с тем, чтобы понять, почему Владимир Владимирович давал такое поручение. Может быть, Владимир Владимирович что-то подозревал, надо этот пасьянс разложить правильно. Напомню, что в той цене, которую мы оставляем, в той сумме за заправку, которую мы оставляем на АЗС, 72% приходится на различные виды налогов. Налог на добычу полезных ископаемых, акцизный налог, налог на добавленную стоимость, все налоги, касающиеся налогов на прибыль, НДФЛ и так далее, и так далее. Все вместе составляет 72%. Может быть, здесь возможна какая-то корректировка, но ответ на этот вопрос должен давать отнюдь не портал «Геоэнергетика Инфо», а эксперты. После тщательного, аккуратного, взвешенного анализа того, что происходит в стране. Борис Леонидович, я правильно понимаю, что стоимость нефти составляет в цене бензинов порядка 12%, а торговая надбавка, которой сейчас по факту нет, в предыдущие годы составляла процентов 5, то есть маржа, которую накидывали непосредственно на бензоколонки. То есть если выкинуть налоговую составляющую, бензин может стоить, получается, в 5 раз дешевле в России? Ну, давайте все вместе попробуем задуматься. Опять же, это не... Просто вот задумаемся. 100 рублей, из них 72 налоги. Оставшиеся 28% должны между собой поделить, если я владелец независимой автозаправки. Нефтеперерабатывающий завод, работа которого тоже явно что-то стоит. Транспортировка до нефтебазы, хранение на нефтебазе, транспортировка от нефтебазы до АЗС и все налоги, связанные с работой АЗС. Сколько здесь звеньев? Нефтеперерабатывающий завод, РЖД, нефтебаза, автотранспорт, доставляющий бензин, нефтепродукты непосредственно до АЗС, 5. Вот в этих 28%, которые мы платим на АЗС, сидит 5 производственных звеньев, давайте так назовем. Что из этого можно ужать? Объяснить РЖД, что она должна снизить тарифы? Ну, получилось. Сейчас вроде бы появились решения РЖД о том, что тарифы действительно будут снижены, но не сильно значительно. Все остальное, ну, я даже не знаю, кто должен регулировать. Местные власти, все, что они могут, это, ну, действительно попробовать общаться с владельцами нефтебаз, что, может быть, господа, у вас услуги дороговаты, может быть, давайте придем к какому-то компромиссу. Даже с владельцами АЗС можно пробовать поговорить. Но единственное такой, на мой взгляд, деловой подход сейчас демонстрирует руководство Крыма. На сайте президента Республики Крым появляется информация, ежедневно обновляемая о том, что творится на АЗС. Но, простите, это то, что должно было делать Министерство энергетики. Если бы существовала государственная информационная система, вот эту информацию знали бы все в России. Может быть, не было бы ажиотажного спроса. Люди бы видели, где они могут приобрести нефтепродукты для своей машины, вели бы себя немножко поспокойнее. Но вместо этого еще в позапрошлом году Министерство энергетики приняло решение о том, что необходимо засекретить всю информацию, касающуюся нашей нефтепереработки. То есть ситуацию в России, если брать в федеральном масштабе, ну, знают, наверное, кто-то в Министерстве энергетики, какие-то ответственные лица, которые не имеют права сообщать всем остальным, что у нас происходит с нефтепереработкой. То есть, с одной стороны, какой-то туман войны, причем внутри России, с другой стороны, ситуация с налоговыми нововведениями со стороны Министерства финансов, которое очень, к которым очень уважительно отнеслась Государственная Дума, без обсуждения, в двух чтениях вместо трех и так далее. И летящие обломки во все стороны с внеплановыми ремонтами. Что из этого имеет возможность ликвидировать, так скажем, купировать наше руководство, мне сказать сложно. На мой взгляд, заявление Министерства энергетики о том, что у нас все в порядке, а если не в порядке, то через неделю обязательно выправим, уже успокаивающий эффект не приносит. Нужно, видимо, что-то новое. Что новое? Ну, я не смею какие-то советы Министерству энергетики давать. Они люди ответственные, пусть решают самостоятельно.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на sponsor.ru. Большое спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях, это тоже поддерживает наш проект. Всем спасибо за внимание, всего доброго.